Всем привет! Меня зовут Людмила. Подпишитесь, чтобы не пропустить мои мастер-классы. Сегодня полезный лайфхак для вязания цветных полос. Вам не придется больше искать этот простой способ, потому что я вам сейчас покажу, как безотрывно использовать контрастную нить с максимально эстетическим внешним видом. Некрасивые длинные протяжки не испортят больше ваше изделие. Для образца я взяла полухлопковую ниточку. Спицы подобрала размером 3,25 мм. Хочу напомнить, что этот способ не убирает всей проблемы. При поворотном вязании глубоко не спрячешь нить так, чтобы ее совсем не было заметно. Но аккуратные маленькие протяжки выполняют свою задачу на хорошо. Сейчас я дойду до конца ряда. У меня в работе серая нить, платочная вязка. А так как розовая не задействована, но она должна быть постоянно рядом, чтобы ее можно было в любой момент использовать в вязании. Поэтому будем ее постоянно поднимать. Не довязывая последнюю петлю, берем розовую ниточку и накидываем на серую, на рабочую нить. И потом уже провязываем последнюю кромочную петлю. Далее забываем про нее. И вяжем так 2 ряда. И снова повторяем те же действия, когда подходим к розовой нити. Сейчас я немножечко провяжу и покажу вам еще один вариант с односторонними стежками. Это еще первый вариант. Вот так он смотрится. Стежочки аккуратные, маленькие, ровненькие. И с другой стороны. Во втором варианте мы провязываем все петли до конца. Сейчас переброшу нить, но вы не обращайте внимания. Она вообще должна быть в платочной вязке с этой стороны. Но у вас она может быть с любой стороны. Это зависит от вашего рисунка. Если мы в первом варианте нити перекручивали в конце ряда, то во втором варианте нам нужно будет перекрутить в начале. Вот показываю, как это делать. Также накидываем на серую нить, как бы перекручивая. И вяжем так по рисунку туда-обратно. Давайте еще раз покажу. Вот я провязываю второй ряд, разворачиваюсь и опять перекручиваю 2 ниточки. Оставляю розовую в покое и вяжу снова по рисунку. Здесь получается стежок только с одной стороны. А теперь смотрим, что же у меня получилось. Как вы видите, 2 варианта аккуратных маленьких стежков по краю. И если необходимо, легко прячутся в процессе сшивания боковых частей. Если у вас изделие с односторонним узором, то лучше использовать второй вариант. Если двухстороннее полотно, как у меня, например, для шарфов, то я бы использовала первый вариант. Тогда стежки будут симметрично смотреться с 2 сторон. Напишите, какой способ вам больше понравился. Возможно, вы уже экспериментировали другими способами для получения различных эффектов. Делитесь своими впечатлениями и хорошим настроением. Благодарю вас за просмотр. До новых вязаных встреч, дорогие рукодельницы!